300 миллионов лет назад по нашей планете ползала многоножка размером с легковой автомобиль. Не в фильме ужасов, не в компьютерной игре, а в реальности, которую подтверждают окаменелости, найденные на побережье Северной Англии. Это существо называлось артроплевра. Оно весило 50 килограммов и достигало 2,5 метров в длину. У нее было 30 пар ног, покрытых хитиновой броней, и тело, сегменты которого заходили один за другой, как вагоны поезда. Представьте себе такую тварь в лесу рядом с вашим домом, и вы поймете главный вопрос, который мучает палеонтологов уже больше века. Почему все живое когда-то было огромным, а потом резко уменьшилось? Мы привыкли считать себя вершиной эволюции, венцом творения на планете, где все подчиняется логике прогресса. Нам кажется, что жизнь развивалась от простого к сложному, от маленького к большому, и мы находимся на самом пике этого пути. Реальность выглядит ровно наоборот, и она гораздо страшнее любого фильма про динозавров. Земля уже была планетой гигантов, и те гиганты проиграли. Их стерло с лица Земли нечто настолько мощное, что от целых видов остались только кости в камне. Сегодня мы пройдем по следам этих существ, от насекомых размером с птицу до змей длиной с автобус. И попробуем понять, что убило мир, в котором большой означало живой. Начнем с того, что лежит прямо у нас под ногами, с того, почему мы ходим каждый день, не подозревая, что это кладбище. Каменный уголь, который мы сжигаем на электростанциях и в котельных, это не просто горючий камень. Это прессованные трупы деревьев, которые росли в каменно-угольном периоде 300 миллионов лет назад. Но если вы думаете, что те деревья были похожи на современные березы или дубы, вы ошибаетесь настолько сильно, что трудно подобрать сравнение. Лепидодендроны, чешуйчатые деревья карбонового леса, вырастали до 40 метров в высоту при диаметре ствола в 2 метра у основания. Их стволы были покрыты не корой, а ромбовидными чешуйками, которые делали дерево похожим на лапу гигантской рептилии. Рядом с ними поднимались каламиты, гигантские хвощи, которые сегодня в виде жалких травинок растут по обочинам дорог. Тогда они были деревьями, и весь этот лес был пропитан влагой и теплом, как гигантская теплица без стен и потолка. Воздух в каменноугольном лесу был настолько плотным и влажным, что видимость ограничивалась несколькими десятками метров. Свет почти не проникал сквозь кроны, и на земле царил вечный зеленоватый полумрак, в котором кишели существа из ночных кошмаров. Под кронами этих исполинов жили существа, от одного описания которых у современного человека пересыхает во рту. Меганевра, стрекоза с размахом крыльев в 70 сантиметров, охотилась в воздухе, хватая добычу цепкими лапками. Если бы она пролетела мимо вашего лица, вы бы услышали гул, похожий на звук дрона, а не на стрекотание насекомого. Пульмона скорпий, метровый скорпион, жил в подлеске среди гниющей растительности, и его клешни могли перекусить кость мелкого позвоночного. А по земле между корнями чешуйчатых деревьев ползла та самая артроплевра, бронированная многоножка длиной с кровать. Напишите в комментариях, из какой вы страны и какой из этих существ вас пугает больше всего. И вот здесь возникает вопрос, который разделил ученых на два лагеря. Если наука говорит, что насекомые не могут быть большими из-за особенностей дыхания, то как эти монстры вообще существовали? У насекомых нет легких в привычном нам понимании. Они дышат через трахеи, тонкие трубочки, которые доставляют кислород прямо к тканям. Чем крупнее тело, тем длиннее должны быть эти трубочки, и тем хуже кислород доходит до клеток в центре организма. При современном уровне кислорода в 21% стрекоза размером с ворону просто задохнулась бы, не успев расправить крылья. Ответ заперт в янтаре, в окаменевшей смоле деревьев, которые росли в ту эпоху. Когда ученые вскрывают древний янтарь и анализируют пузырьки воздуха внутри, они обнаруживают нечто поразительное. Содержание кислорода в атмосфере каменноугольного периода достигало 35%, почти вдвое больше, чем сегодня. Это меняет все, потому что в такой атмосфере трахейная система работает с чудовищной эффективностью. Кислород проникает глубоко в ткани без всяких усилий, насыщая каждую клетку до предела. Если вы подписаны на этот канал, вы уже знаете, что мы разбираем такие вещи глубже, чем любой учебник. А если еще нет, то самое время это исправить,
чтобы не пропустить то, что будет дальше. В атмосфере с 35% кислорода насекомое может расти до тех пор, пока его скелет способен выдерживать собственный вес. Именно поэтому артроплевра набирала 50 килограммов, а меганевра патрулировала верхние ярусы леса как истребитель. Более того, плотность воздуха в ту эпоху была значительно выше, что давало крыльям дополнительную подъемную силу. Современные аэродинамические расчеты показывают, что в нынешней атмосфере меганевра не смогла бы летать. Ей просто не хватило бы опоры. Она бы падала на землю, как картонная модель, брошенная с балкона. Получается, что гигантизм насекомых объясняется не волшебством и не ошибкой природы, а конкретным химическим составом воздуха. Земля была другой планетой, и законы биологии на той планете работали иначе. Теперь перенесемся на 250 миллионов лет вперед, в эпоху, когда насекомые уже уступили трон гигантов рептилиям. Динозавры, самые знаменитые великаны в истории, правили планетой 160 миллионов лет. Аргентинозавр, один из крупнейших, весил до 70 тонн и достигал 35 метров в длину. Это как если бы по вашей улице шел живой пятиэтажный дом, и земля тряслась от каждого его шага. Но размеры динозавров ставят перед биологией отдельную загадку, которая не решается одним только кислородом. У динозавров была уникальная система дыхания, унаследованная от их предков и сохранившаяся у современных птиц. Воздушные мешки, полости внутри тела, через которые воздух проходил в одном направлении без возвратного движения. Это позволяло извлекать кислород из каждого вдоха с эффективностью, которой не могут достичь наши легкие. Благодаря этой системе кости динозавров были полыми внутри, как у птиц, что снижало вес при сохранении прочности. 40-тонный аргентинозавр при своей невероятной массе был легче, чем мог бы быть, если бы его скелет был устроен как у млекопитающего. Но динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, и на их месте появились другие гиганты, о которых почти никто не знает. В 2009 году в угольных шахтах Серихон на севере Колумбии палеонтологи нашли позвонки, которые сначала приняли за крокодильи. Один позвонок был размером с крупный грейпфрут, и когда ученые сложили скелет целиком, они поняли масштаб открытия. Перед ними лежала самая большая змея за всю историю жизни на Земле. Титанобоа, гигантский удав палеоцена, достигала 15 метров в длину и весила больше тонны. Ее тело в самом толстом месте имело диаметр больше метра, и она могла раздавить грудную клетку крокодила одним сжатием. Останки 28 особей титанобоа были найдены в слоях, которые 60 миллионов лет назад были дном тропической реки. Ученые из Университета Флориды сначала не поверили собственным расчетам, потому что один позвонок титанобоа был в 6 раз крупнее позвонка современной анаконды. Для сравнения, самая большая змея в наших джунглях весит около 200 килограммов. Титанобоа превосходила ее в 5 раз. Как вы думаете, что позволило этой змее вырасти до таких размеров? Те же условия, что у насекомых, или что-то совершенно другое? Ответ кроется в температуре, и здесь начинается самая интересная часть истории. Титанобоа была холоднокровным животным, ее внутренняя температура полностью зависела от температуры окружающей среды. Исследователи выяснили, что средняя дневная температура в Древней Колумбии составляла около 32 градусов по Цельсию. Это значительно теплее, чем в современных тропиках, и именно это тепло разгоняло метаболизм рептилии до предела. В теплой среде холоднокровное животное растет быстрее, переваривает пищу эффективнее и может достигать размеров, невозможных при более низких температурах. Титанобоа появилась через 4 миллиона лет после гибели динозавров, когда планета была раскаленной теплицей. Она заняла экологическую нишу, которую освободили вымершие ящеры, и стала верховным хищником пресноводных экосистем Южной Америки. Но потом климат начал остывать, температура упала на несколько градусов, и для гигантской змеи это стало смертным приговором. Ее тело производило так много метаболического тепла, что при снижении температуры окружающей среды она буквально перегревалась, не имея возможности сбросить излишки. Вот вам парадокс, который стоит запомнить навсегда. Гигант погибает не от того, что мир становится слишком жестоким, а от того, что мир становится чуть-чуть другим. Теперь вернемся к вопросу, который объединяет все эти истории в одну картину. В карбоне гигантизм запускал кислород.
В мезозое размеры динозавров определяла система воздушных мешков. В палеоцене змея раздувала тепло. И тогда напрашивается вопрос: существует ли единый механизм, который делал все живое большим? Некоторые палеобиологи считают, что да, и этот механизм называется атмосферное давление. Гипотеза звучит так. В далеком прошлом атмосферное давление на Земле было значительно выше нынешнего. В 1,5, а возможно и в 2 раза выше, чем то, что мы ощущаем сейчас. Представьте планету как огромную барокамеру, внутри которой каждый вдох приносит в кровь втрое больше кислорода. В таких условиях сердцу не нужно надрываться, чтобы прокачать кровь по огромному телу. Раны заживают быстрее, мышечная усталость почти не наступает, а кости могут выдерживать вес, который при нынешнем давлении сломал бы их мгновенно. Именно поэтому птерозавр Кецалькоатль с размахом крыльев в 12 метров мог летать, хотя по современным расчетам он слишком тяжел для полета. Именно поэтому диплодок с его 20-метровой шеей мог поднимать голову, хотя давление крови в такой шее должно было разорвать сосуды. И именно поэтому растения карбона росли на десятки метров вверх с такой скоростью, что их останки сформировали все угольные пласты планеты. Если эта гипотеза верна, то мы живем на обломках рая, в обедненной атмосфере, где жизнь вынуждена быть маленькой, чтобы выжить. Но есть и другая версия, мистическая, и она объясняет некоторые вещи, которые наука предпочитает не замечать. В мифах практически всех народов мира существует эпоха гигантов, время, когда по земле ходили исполины. Индийские веды описывают деревья, которые подпирали небосвод, а под ними жили существа невообразимых размеров. Скандинавский Игдрасиль, мировое древо, соединяло небо, землю и подземный мир, и его корни пронизывали всю планету. Библейская книга «Бытия» упоминает нефилимов, исполинов, которые жили до потопа, и книга Еноха дает им рост в 300 локтей. Шумерские тексты говорят о царях допотопной эпохи, которые правили десятки тысяч лет. В эпосе о Гильгамеше герой борется с великаном Хумбабой, стражем кедрового леса, чей рев сотрясал горы. Южноамериканские индейцы рассказывают о времени, когда по земле бродили звери, способные проглотить каноэ целиком. Австралийские аборигены помнят о гигантских ящерицах, которые охотились на людей, и палеонтология подтвердила: эти воспоминания основаны на реальных встречах с мегаланией. Можно, конечно, списать все это на фантазию древних людей, на их попытку объяснить мир, который они не понимали. Но когда одну и ту же историю рассказывают народы, разделенные океанами и тысячелетиями, это уже не совпадение, а паттерн. Если верить этим текстам, Земля пережила катастрофу, которая изменила саму физику жизни на планете. Потоп, падение небесного свода, обрушение того самого атмосферного давления, которое позволяло жизни расти без ограничений. И после этой катастрофы мир стал таким, каким мы его знаем – маленьким, тесным, с тонкой атмосферой и слабой гравитационной подушкой. Но давайте вернемся к фактам, которые можно потрогать руками. В 2018 году на побережье Нортумбрии в Англии из обрушившейся скалы выпал кусок песчаника. Внутри него оказался фрагмент экзоскелета артроплевры, самый крупный из когда-либо найденных. Ширина панциря составляла 55 сантиметров, а длина всего существа, по оценкам ученых, превышала 2 метра 60 сантиметров. 4 взрослых мужчин с трудом подняли этот камень, чтобы доставить его в лабораторию Кембриджского университета. И вот что сбило исследователей с толку. Возраст этой находки составил 326 миллионов лет. Это было до пика кислорода в атмосфере, до того момента, когда содержание кислорода достигло своего максимума. Получается, что кислород не может быть единственным объяснением гигантизма. Эта многоножка выросла до рекордных размеров раньше, чем атмосфера стала максимально богатой кислородом. Исследователи предполагают, что дело было еще и в питании. Богатая растительная диета в сочетании с отсутствием крупных хищников позволяла артроплевре расти без ограничений. Вся пищевая цепочка того мира была перевернута с ног на голову. Самым крупным наземным животным было не позвоночное, а беспозвоночное. В 2024 году палеонтологи впервые в истории описали голову артроплевры.
изучив 2 ювенильных экземпляра из французских лагерштеттов Монсоль-Мин. Оказалось, что у нее были глаза на стебельках, как у краба, и усики из 7 сегментов. Ротовой аппарат не содержал никаких приспособлений для охоты, ни яда, ни захватывающих органов. Эта бронированная машина весом в полцентнера была вегетарианцем. Она питалась мертвыми листьями и спорами папоротников. Задумайтесь над этим. Самое крупное сухопутное беспозвоночное в истории Земли ела салат. Но мир карбона рухнул, и рухнул быстро. Климат стал суше, болота, которые кормили гигантские леса, начали высыхать. Уровень кислорода в атмосфере упал с 35% до 21%. Для артроплевры это было равносильно тому, как если бы вас поместили в герметичную комнату и начали медленно откачивать воздух. Меганевра, бронированный выстелин неба, потеряла способность летать, когда воздух стал слишком разреженным для ее крыльев. Пульмоноскорпий задыхался в атмосфере, которая еще вчера была для него идеальной. Все гигантские членистоногие карбона вымерли в начале пермского периода, около 290 миллионов лет назад. Природа провела эксперимент длиной в 50 миллионов лет. Вырастила самых больших беспозвоночных в истории, а потом убила их всех, изменив состав воздуха. Самое жуткое в этой истории то, что вымирание заняло не один день и не одно столетие. Кислород уходил из атмосферы медленно, поколение за поколением, и каждое новое поколение многоножек было чуть меньше предыдущего. Они сжимались, как воздушный шарик, из которого по капле выпускают воздух, пока не осталось ничего. Через 230 миллионов лет после гибели артроплевры, когда динозавры уже вымерли и планету начали осваивать млекопитающие, гигантизм вспыхнул снова. В Австралии жила мегалания, 7-метровый варан весом в 600 килограммов, который охотился на крупных сумчатых. Представьте себе комодского варана, увеличенного в 3 раза, с ядовитыми железами в пасти и когтями, способными вспороть шкуру носорога. Первые люди, пришедшие в Австралию около 50 тысяч лет назад, столкнулись с этим существом лицом к лицу. В Южной Америке бродил мегатерий, гигантский ленивец ростом жирафа, который мог встать на задние лапы и дотянуться до верхушек деревьев. Его когти были длиной с предплечья взрослого мужчины, и одним ударом лапы он мог убить хищника крупнее льва. В океане плавал мегалодон, акула длиной в 18 метров, с пастью, в которую мог бы войти стоя взрослый человек. Сила сжатия ее челюстей превышала 18 тонн, это в 10 раз больше, чем у современной белой акулы. И все они исчезли. Последние великаны вымерли совсем недавно по геологическим меркам, в течение последних нескольких миллионов лет. Наука говорит, что их убили климатические изменения, охота первобытных людей и сокращение среды обитания. Но если посмотреть на всю историю гигантизма целиком, от карбоновых многоножек до плейстоценовых ленивцев, становится видна закономерность. Каждый раз, когда на Земле создаются условия для большой жизни, планета выращивает великанов. И каждый раз, когда условия меняются, великаны умирают первыми, потому что большое тело – это не преимущество, а долг. Долг перед атмосферой, перед температурой, перед пищевой цепью, который природа может отозвать в любой момент. Мы, люди, весим в среднем 70 килограммов и считаем себя хозяевами планеты. Артроплевра весила 50 и считала себя бессмертной на протяжении 50 миллионов лет. Титана-боа весила тонну и правила реками целого континента. Все они исчезли, когда планета чуть-чуть повернула свой термостат. Сегодня мы сами крутим этот термостат, закачивая в атмосферу углекислый газ и нагревая планету быстрее, чем когда-либо в ее истории. Ученые предупреждают, что повышение температуры может запустить обратный процесс, некоторые виды холоднокровных животных снова начнут расти. Не до размеров Титана-боа, конечно, но тенденции уже зафиксированы. В теплых регионах рептилии увеличиваются в размерах быстрее, чем в холодных. Если бы вы могли вернуть на Землю одного из вымерших гигантов и поселить его в современном мире, кого бы вы выбрали? Мы привыкли думать, что эпоха гигантов закончилась навсегда, что кости в музеях – это всего лишь реликвии из прошлого, которая никогда не вернется. Но палеонтологическая летопись говорит об обратном. Гигантизм возвращался на эту планету как минимум 4 раза.
После каждой крупной катастрофы освобождались экологические ниши, менялись условия среды, и великаны появлялись снова. Земля не спрашивает нашего разрешения, когда решает вырастить следующего великана. Она просто меняет состав воздуха, и все живое подчиняется. Настоящий вопрос не в том, были ли гиганты на Земле. Настоящий вопрос в том, чьи кости найдут в камне через 300 миллионов лет после нас.